Здравствуйте, меня зовут Юлия Доценко, и сегодня в рамках проекта The Chef мы поговорим с вами о видах меренги. Разделяют три вида меренги – это французская, швейцарская и итальянская меренга. Различаются они по методу приготовления. Давайте посмотрим. Первая меренга, о которой мы поговорим, это самая простая, самая базовая меренга французская. Говоря простым языком, это просто взбитые белки с сахаром. В момент взбивания белков мы высыпаем сахар. Если сахара у нас большое количество, то высыпаем его в два этапа. Первый раз, когда белки уже подвзбились, а второй раз уже практически в конце, когда наша меренга почти готова. Если же у нас небольшое количество сахара, то есть меньше, чем половина от веса белка, то тогда мы можем сразу смешать белки и сахар и взбивать. Это связано с весом сахара, то есть если мы большой объем сахара выцепим сразу в белки, то тогда этот сахар просто под тяжестью собственного веса осядет, и взбить его будет сложно. А если у нас сахара совсем немножко, то не страшно, если мы сразу смешаем два этих ингредиента и начнем взбивать. Точные пропорции для французской меренги я не называю, так как зависит от того, что вы хотите приготовить. Зачастую французская меренга используется, допустим, в бисквиты, когда нам нужно просто взбить белки с сахаром, и пропорция тогда может быть абсолютно любая. Но если мы говорим о той меренге, которую вы хотите выпечь и уже получить безе, да, или сделать меренговый рулет, или сделать павлову, да, то в таком случае вам понадобится очень плотная меренга, и можно брать пропорцию 1 к 3. На одну часть белка мы берем 3 части сахара. Давайте посмотрим в процессе, как же делается французская меренга. Я помещаю белки в миксер и начинаю взбивать их на средне-высокой скорости. Я не взбиваю на максимальной скорости, потому что мне нужно, чтобы белки взбивались постепенно и меренга была более гладкая. И не взбиваю на очень медленной скорости, потому что иначе они просто не взобьются. Говоря о температуре белков, которые мы взбиваем, лучше брать белки комнатной температуры. Таким образом они будут более жидкие и лучше взобьются. И я начинаю взбивать, пока что без сахара. И теперь, когда белки уже подсбились и появилась такая мягкая пена, но уже достаточно объемная, я всегда ее сравниваю с пенкой на пиве, мы всыпаем первую часть сахара, всыпаем половину. И теперь, когда мы видим, что первая часть сахара уже полностью размешалась, меренга значительно побелела и погустела, мы высыпаем вторую часть, высыпаем сразу же. И теперь вам просто нужно взбить меренгу до того состояния, которое вам нужно. Если вы взбиваете меренгу на бисквит, то ни в коем случае не добиваем до плотных пиков. Нам нужна более мягкая меренга. Нам нужна меренга, которая еще не держит форму. Именно такая меренга нам подойдет для бисквита. Ежели вы хотите все-таки отсадить меренгу из кондитерского мешка или придать ей форму и выпечь ее уже как самостоятельное блюдо, в таком случае взбиваем меренгу до более плотной и более гладкой текстуры. Мы еще немного подсбили французскую меренгу, и теперь она более плотная, она уже не стекает с венчика, и она стала белее. Не знаю, заметите ли вы оттенок, но она стала намного гуще. И именно такую меренгу мы смогли бы высадить из кондитерского мешка и отпечь в желаемой форме. Это была французская меренга. Теперь перейдем к швейцарской меренге. Швейцарская меренга. Швейцарская меренга отличается способом приготовления, как и все они, и ее основное отличие то, что мы нагреваем белки сразу же вместе со всем объемом сахара перед тем, как взбивать. Берем мы в пропорции 1 к 2, то есть мы сразу же замечаем, что в принципе наша меренга имеет соотношение с сахаром чуть меньше, соответственно она получится менее сладкая.
Итак, первое, что нам нужно сделать, это нагреть сахар вместе уже с белками до 55 градусов. Вы это можете сделать как на водяной бане, поместив в чашу от миксера белки с сахаром и постоянно их помешивая, чтобы ничего снизу не подгорало, довести до 55 градусов. Ну а мы это сделаем в кухонной машине Kenwood. Мы выставим температуру 55 градусов и сначала нагреем нашу массу. Я помещаю белки. Сразу же весь сахар. Устанавливаю желаемую температуру, то есть 55 градусов, и начинаю нагревать. Теперь, когда мы нагрели белки и сахар практически полностью растворился, мы можем начинать взбивать. Взбиваем сразу на средней высокой скорости и не меняем. Взбиваем до плотной гладкой текстуры. Что наша меренга готова, она взбилась. Посмотрите, какая у нее плотная, гладкая и устойчивая текстура. Эта меренга идеально подходит как для муссов, так и для выпекания уже в самостоятельной форме. То есть вы можете испечь из нее как павлову, так и безе. Итальянская меренга. Она может показаться самой трудоемкой, но тем не менее у нее есть ряд преимуществ, и это, несомненно, ее стабильность. И говоря о процессе, нам здесь понадобятся, естественно, белки, которые мы сразу помещаем в миксер. А вот сахар мы уже не всыпаем непосредственно в белки, мы приготовим сироп из воды и сахара. Количество воды не принципиально, нужно взять просто немножко воды, чтобы сахар растворился. И нагреваем сироп. Температура сиропа, опять же, зависит от того блюда, которое вы готовите. Допустим, если мы готовим макарон, то температура вашего сиропа будет 114-116 градусов. Если вы готовите мусс и меренга вам нужна для мусса, то температура вашего сиропа будет порядка 117 градусов. Ну а если вы хотите приготовить меренгу, чтобы выложить ее, например, на лимонный тарт и уже обжечь, чтобы она была уже у нас полностью готова, то для этого нам понадобится температура 124 градуса. То есть мы уже понимаем, что чем выше температура, тем меньше воды остается в сиропе в каждый момент, и, соответственно, тем плотнее получается сироп и плотнее наша меренга в результате. Ну что же, давайте посмотрим. Я начинаю нагревать. Как только меренга достигает температуры примерно на 10 градусов меньше, чем вам необходимо, мы начинаем взбивать белки. И когда наши белки уже достаточно подсбиты, когда пена уже достаточно густая и светлая, можно выливать сироп. Если к тому моменту, когда сироп достиг необходимой температуры, белки еще не взбились, ничего страшного, можно выключить сироп и подождать нужной текстуры белков. Итак, выливаем сироп на белки. И теперь я изменяю скорость на максимальную. Итальянскую меренгу мы взбиваем до тех пор, пока она не остынет до температуры примерно 40 градусов. 40 градусов – это когда мы трогаем рукой, чаша на ощупь чуть-чуть теплая, то есть температура чуть выше, чем температура человеческого тела. Чаша не обжигает. И
Эта меренга получается самая плотная, самая блестящая, самая гладкая. Она идеально подходит как для макарон, так для отсадки и выпекания самой меренги уже в какой-то форме. Также она подходит для того, чтобы выкладывать уже напрямую, допустим, на тарт ягодный или лимонный и обжигать ее. То есть эта меренга, она полностью пастеризована за счет горячего сиропа, который мы выливаем на белки, и она уже готова к употреблению. Итак, мы приготовили с вами 3 вида меренги: швейцарская, французская и итальянская. Швейцарская меренга отличается тем, что в ней меньше всего сахара. Швейцарская меренга подходит, в принципе, для любого изделия, куда вам необходимо использовать меренгу. Ее можно выпекать как самостоятельным изделием. Также она идет очень хорошо в мусс. За счет того, что в ней меньше сахара, она дает меньше сладости муссом. Говоря о французской меренге, самое распространенное использование французской меренги – это, конечно же, в бисквиты. Мы постоянно с этим сталкиваемся, когда нам нужно взбить белки. Возможно, мы сами того не подразумеваем, мы всегда делаем французскую меренгу. Также французскую меренгу можно выпекать самостоятельным изделием, выпекать из нее безе, но, к сожалению, уже для выкладки на тарт или, допустим, для каких-то изделий, где вам нужна более плотная и устойчивая меренга, французская меренга не подойдет. На французской меренге также делают макаронс, но опять же вам нужно понимать, что такая меренга будет менее устойчивая и изделие уже будет более сложное в приготовлении. И итальянская меренга самая плотная, с самым большим количеством сахара. Но несомненным преимуществом за счет большого количества сахара является ее устойчивость. Я лично предпочитаю итальянскую меренгу для приготовления макаронс. Так мой результат получается более гарантирован, и макаронс получаются с гарантированной формой. Итальянскую меренгу точно так же можно выпекать как самостоятельные безешки, которые прекрасно пойдут на декор. Это очень быстрый, простой декор. Каждую из этих меренг можно покрасить. Красится она водорастворимым красителем. Я рекомендую использовать для меренги красители в порошке. Это будет удобнее. И, собственно говоря, вы можете придавать любой оттенок и уже использовать ее на декор. И до встречи на онлайн-уроках Академии The Chef.